Здравствуйте, это Бит-новости, видеоверсия. Курс биткоина снова штурмует отметку в $400. Откатившись на прошлой неделе вниз, биткоин, по утверждению аналитиков, нашел уровень поддержки на цене в $380 и сформировал типовую базу для продвижения вверх. Аналитики прогнозируют фиксацию курса на уровне $400 за один биткоин, а затем после необходимой коррекции продвижение далее до уровня $414 за один биткоин. С тем, что у биткоина достаточно потенциала для дальнейшего роста, согласны многие финансисты. Их прогнозы на 2016 год оптимистичны. По сообщению агентства Рейтер, генеральный директор китайской биткоин-биржи BTCC Бобби Ли предполагает, что летом 2016 года стоимость одного биткоина достигнет $3500. Сегодня стоимость всех обращающихся в мире биткоинов составляет $1 на душу населения. Учитывая то, что речь идет о столь инновационном децентрализованном цифровом активе, я бы сказал, парни, мы недооцениваем его, добавляет Ли. Чуть более скромен в оценках сооснователь биткоинового хедж-фонда Global Advisor Дэниел Мастерс. Он прогнозирует курс биткоина на уровне $1100. Между тем, недавнее значительное колебание курса биткоина многие аналитики связывают с громким публичным заявлением одного из разработчиков этой криптовалюты Майка Хирна. В своем обращении, которое вышло ни много ни мало на передовице Нью-Йорк Таймс, он заявляет, что биткоин-эксперимент провалился, и далее заявляет буквально следующее. Основы разрушены. И что бы ни происходило с ценой в ближайшее время, в долгосрочной перспективе биткоин будет идти только вниз. Я никогда больше не собираюсь принимать участие в разработке биткоина и продал все свои монеты. Свое недовольство Майк Хирн сводит прежде всего к тому, что сообщество не поддержало его совместный проект с Гэвином Андерсоном по реформированию биткоина, который они назвали Bitcoin XT. Напомним, что проект предполагал поэтапное увеличение блоков, что должно было облегчить осуществление транзакций и увеличить пропускную способность сети. Хирн весьма эмоционально отзывается о противниках Bitcoin XT и предрекает, что отказ от него обернется для криптовалюты катастрофой. В то время как специалисты начали аргументированно спорить и опровергать эмоциональные доводы Хирна своими расчетами, наиболее внимательные наблюдатели заметили, что выступление теперь уже бывшего разработчика биткоина могло быть политически ангажировано. Почти сразу же после выхода заявления Хирна о том, что биткоин провалился, его новый работодатель и консорциум А3 заявил о создании универсальных финансовых протоколов для работы банков на основе технологий блокчейна. Предложением А3 уже заинтересовались несколько крупных международных банков, таких как акционерный банк Westpac, Deutsche Bank и Citibank. По сути, консорциум пытался создать глобальную банковскую сеть, действующую на основе блокчейна. Но в отличие от действительно децентрализованной сети биткоина, здесь администраторам будут даны определенные права, в частности, возможность отменять и возвращать сделки, то есть вмешиваться в работу блокчейна. Другими словами, банки хотят создать свою прирученную альтернативу дикому и неконтролируемому биткоину. И подрыв доверия к конкуренту играет здесь не последнюю роль. В итоге Майку Хирну даже пришлось оправдываться. А3 – это не биткоин-компания, это даже не криптовалютная компания. И нет никаких банкоин или А3 коин. Любые теории заговоров – это пустая трата времени, в то время как есть более серьезные вопросы. Но, похоже, ему уже никто не поверил. К блокчейну, создаваемому А3, может присоединиться и российский Сбербанк. Эта информация косвенно подкрепляется восторженными заявлениями председателя направления Сбербанка Германа Грефа на форуме в Давосе. Накануне он поставил изобретение блокчейна в один ряд с созданием персональных компьютеров и глобальной сети интернет. Блокчейн перевернет все индустрии без исключения, от сельского хозяйства, заканчивая банками и, к несчастью, и государственные органы тоже, продолжил Греф. И как нам стало известно, в настоящий момент в Сбербанке готовится приступить к изучению новых денег, как они именуют криптовалюты, и разработке на их основе новых банковских продуктов. Сенатор Людмила Бокова высказалась в поддержку биткоина. Заместитель председателя Конституционного комитета Совета Федерации в своем интервью РИА Новости. Процесс внедрения криптовалюты идет во всем мире, его распространение на Россию неизбежно, и было бы нецелесообразно отказываться от ее использования. Однако контролировать этот вопрос необходимо. Следует ввести четкое законодательное регулирование всех вопросов, связанных с выпуском и оборотом криптовалют, сказала сенатор.
Процесс контроля не всегда надо начинать с уголовной ответственности, добавила Бокова и напомнила, что во многих странах мира биткоины признаны средством платежа и биржевым товаром. На этот счет есть и специальное решение Европейского суда. Основную опасность сенатор видит не в самих биткоинах, а в отсутствии госрегулирования. Именно это может привести к их использованию в криминальных сферах. Главным способом легализации биткоина Бокова называет устранение анонимности. Она предлагает уведомлять пользователей о своих персональных данных, подобно тому, как это сейчас введено в традиционных электронных кошельках. Заявление сенатора Боковой подает серьезные надежды на то, что биткоин в России будет легализован, а не запрещен. Но до этого момента еще, увы, достаточно далеко. Так, сайт биткоин-биржи BTC был заблокирован в России именно за информацию о биткоинах, которая, по мнению Приморского районного суда Санкт-Петербурга, является запрещенной на территории Российской Федерации. Бирже BTC вообще в последнее время не везет. Совсем недавно она пережила серьезную DDoS-атаку. Неизвестно, является ли это череда неприятностей совпадением или это результат давления со стороны конкурентов. Биржа достаточно быстро восстановила доступ для российских пользователей по новому адресу. Но в этом событии прекрасны сразу несколько моментов. Во-первых, мы получаем лишнее доказательство того, что любой районный суд Российской Федерации, которых в стране тысячи, может своим решением заблокировать коммерческий ресурс и со значительными оборотами, нанеся ему таким образом финансовый ущерб. Далее, никем не ставится под сомнение компетенции судей, которые решают, какую информацию можно, а какую нельзя видеть миллионам российских пользователей интернета. Кроме того, не существует ни одного закона, запрещающего информирование о биткоине. И если следовать прецедентам, то почему не блокируется сайт Сбербанка, цитирующий слова Грефа, или сайт РИА Новостей, публикующий интервью с сенатором Боковой, о которых мы говорили ранее в выпуске? На наши вопросы мы попросили ответить адвоката ресурса Роскомсвобода Саркиса Дорбиняна. На каком основании производятся блокировки интернет-сайтов? В случае с биткоином, например, даже нет ни одного запрещающего закона. Почему же суд счел эту информацию запрещенной? Это так, законодательства действительно на сегодняшний момент нету, есть только частное мнение Центробанка, которое было, собственно, вынесено на суд общественности под давлением ФСБ о том, что биткоины и криптовалюты приравниваются к денежному суррогату, оборот денежных суррогатов запрещен на территории Российской Федерации. И мы видели, конечно, случаи самодурства местечковых прокуроров, которые, собственно, используя вот это вот определение, да, криптовалюты, приходили к выводу, что оборот и использование биткоина и других средств, да, криптоплатежа являются незаконными на территории Российской Федерации. Конечно, законодательства нету, и это абсолютно неправосудные решения, которые принимались втихаря, без участия надлежащих сторон и владельцев веб-ресурсов. Существуют ли какие-то экспертные заключения относительно ресурсов? Или в компетенции судей и народных судов никто не сомневается? Ну, как правило, да, здесь действует презумпция веры. И судьи, они даже не просматривают сами, да, на своих браузерах, на своих устройствах содержание ссылок. Они, собственно, исходят из тех принципов, которые представляют прокуроры. И экспертизы проводятся в очень редких случаях, в делах о блокировке веб-сайтов. Обычно это дела, там, связанные с экстремизмом, да, с педофилией, тогда экспертизы делаются. Делаются они постфактум уже, не на стадии принятия решения, да, об ограничении доступа, а когда вопрос решается в суде о правомерности этих действий. Может ли подобная блокировка быть результатом деятельности конкурентов? Ведь изначально поступает жалоба, которую рассматривает прокуратура и суд. Да, мы допускаем это, и мы видели это уже в практике, когда законодательство о блокировках используется именно в конкурентных войнах или в желании заткнуть рот какому-то сообществу либо организации, мнение которое не разделяют, да, заявители. Поэтому в этом плане я не исключаю такой возможности, что, собственно, пишутся кляузы, доносы, да, в прокуратуру. Прокуратура вынуждена реагировать на обращение граждан, а также выполнять, да, ту статистическую отчетность по блокировке вредного контента в сети. Если эти два момента сходятся, то вот выходят такие решения, как решение Невианского суда или решение, да, о блокировке крупнейшей мировой биржи. Переход на другой домен и создание нового адреса – насколько это надежный путь обойти блокировку? Насколько упорны могут быть исполнители в блокировке сайта?
Такая возможность принципиально у Роскомнадзора есть, и они неоднократно показывают, что они могут себе позволить злоупотреблять своими должностными полномочиями. И, собственно, на примере закона Лугового, когда блокировался блок Навального, Грани.ру, ЕОШ и, собственно, по антипиратскому закону как раз Роскомнадзор показывает, что они сами вносят, определяют так называемые зеркала сайтов. Если понимают, что контент идентичен, да, контенту того сайта, в отношении которого выносилось решение, они имеют право также выносить сведения об этих информационных ресурсах в единый реестр для уже последующей блокировки всеми провайдерами. Почему за информирование о биткоине заблокирован сайт биржи, а не информационные ресурсы, к примеру, РИА Новости, которые размещают интервью российских политиков о биткоине? Ну, несомненно, если, например, прокурор какого-нибудь регионального суда подаст в суд на блокировку Яндекса или РИА Новостей, это будет большой скандал. И, конечно, они выбирают жертв поменьше, да, в отношении которых, может быть, никто не узнает, а если узнают, то шума такого не будет, потому что эти ресурсы неизвестны. И тем не менее, да, выполняется, еще раз подчеркну, вон та статистическая работа, которой сейчас нагружены все районные прокуратуры. Да? Это давать количество дел по ограничению доступа к вредным сайтам. И иногда мы видим, что эти основания высасываются буквально из пальца. Этих оснований нет в законе, в том числе информация о биткоинах или, например, информация о том, как обойти ответственность за дачу взятки. Но прокуроры, что называется, на этом рубят неплохие палки и создают видимость борьбы с правонарушениями в сети интернет. Пока в России не знают, что делать с биткоином, Китай заявил о проекте создания собственной криптовалюты. Как сообщили представители Народного банка Китая, команда исследователей работает над изучением биткоина уже с 2014 года. Выпускать цифровые валюты вместо бумажных значит снизить затраты на выпуск и оборот денег, повысить эффективность и прозрачность денежных переводов, снизить вероятность отмывания денег и уклонения от налогов, а также лучше контролировать поставку денег Центробанком, чтобы поддерживать развитие нашей страны. В Китае намереваются разработать и внедрить крипто-юань как можно скорее. Первая книга о биткоине, переведенная на русский язык, вскоре увидит свет. Киевское издательство «Диалектика» объявило об издании книги под названием «Цифровое золото. Невероятная история биткоина» или о том, как идеалисты и бизнесмены изобретают деньги заново. Автор книги – американский писатель и журналист Натаниэл Поппер, корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс», который специализируется на финансовой тематике и освещает события на Уолл-стрит. В этой истории принимают участие самые неожиданные персонажи – финский студент и аргентинский миллионер, китайский предприниматель и программист, создатель Netscape, неудавшийся физик, ставший онлайн-наркобароном, и близнецы-плейбои, засудившие главу Facebook. Акулы венчурного капитала и руководители крупнейших мировых банков, прокуроры, спецагенты и сенаторы США. Ну и, конечно, сам отец-основатель биткоина, известный под псевдонимом Сатоши Накамото. Написано в аннотации. Издательство «Диалектика» широко известно своими книгами по компьютерной тематике, в частности, сериями для чайников и «Библия». Книга выйдет ограниченным тиражом и в настоящий момент находится в типографии. Ее выход намечен на февраль этого года. В интернет-магазинах появилась возможность оформить предварительный заказ на это издание. И на сегодня это все. Это были Бит Новости видеоверсия. Увидимся при любом курсе.